Всем привет! Меня зовут Павел Поцелуев, и я большой любитель барбекю. Сегодня хочу приготовить для вас кукурузу и приготовить ее нестандартным способом. Уверен, вы такого еще не видели. Готовить ее будем прямо на углях, а потом сделаем очень вкусную глазировку из сливочного масла, сахара, имбиря и цедры лайма. Это будет изумительное блюдо. Давайте начнем. Самое главное кроется под крышкой гриля. Видите, у нас здесь нет решетки. Просто брикеты, просто угли. И мы с вами берем кукурузу в початках, но обязательно, чтобы она была с листьями. И бросаем прямо туда. Прям всю кукурузу, какая у нас есть. Вот так. Все, что я хочу, это сейчас обжечь листья кукурузы, чтобы появился такой ароматный дымок. Естественно, верхние слои подгорят, ничего страшного, мы их снимем, но зато сама по себе кукуруза будет не просто вареная, а она будет именно со вкусом барбекю. Теперь закрываем крышку и ждем примерно минуту. Потом постоянно переворачиваем. Буквально минут 15-20 займет нас приготовление именно молодой кукурузы, потому что, я думаю, вы знаете, что кукуруза бывает кормовая, та, которую нужно варить часа 4, а бывает такая, которая готовится очень быстро, как раз для гриля. Вот сегодня у нас именно такая. Мы обожгли нашу кукурузу в течение 5 минут. Посмотрите на ее цвет. Ох, она даже стреляет. Это значит, что все, пора ее доставать. Перекладываем в отдельный лоток. Даем ей немного остыть. И потом уже снимем обгоревшие листья. Видите, внутри она у нас осталась такого же желтого цвета, как и должна быть. Это как раз те хитрости, которые позволяют приготовление на барбекю вынести в отдельный ряд. Дома вы не сможете приготовить в духовке такое блюдо, ну совсем никак. Вы можете кукурузу сварить, вы можете, наверное, как-то сварить ее в соусе, но без дыма. А пока наша кукуруза остывает, я предлагаю сделать глазурь. Для этого мы с вами ставим чугунную сковороду в зону прямого жара. Ждем, пока она у нас нагреется, примерно минут 5. А пока нагревается у нас сковорода, давайте с вами немного измельчим цедры лимона, либо лайма. В моем случае лайма достаточно 1 штуки. Также нам потребуется немного имбиря. Имбирь имеет такой достаточно острый, яркий вкус, и он здорово освежает. Поэтому для этого блюда он крайне необходим. Отлично, у нас получился такой ровный брусочек, но поверьте, этого размера будет даже намного такого количества, поэтому оставлю половинку. Также мелко его измельчаем. Отлично, переходим к грилю. Сковорода у нас уже хорошо нагрелась. Берем 50 грамм сливочного масла. Отлично. И растапливаем его. Сразу добавляем имбирь и цедру лайма, чтобы они раскрыли свой аромат. Добавим небольшое количество сахара, примерно столовую ложку. Не забывайте, мы с вами готовим кукурузу, а она любит сладости. Такой аромат стоит сильный, и, конечно, это запах имбиря и лайма. Это очень вкусно. А еще в сочетании со сливочным маслом глазурь будет отменная. Самое главное дождаться, когда
лайм и имбирь поменяют свой цвет, когда они станут карамельные. Это уже почти случилось. Уже они так хорошо потемнели. Самое главное, не дожидаться момента, конечно, пока они сгорят. Для этого мы постоянно помешиваем и стоим около гриля. Все, цвет то, что надо. Теперь мы с вами добавляем сюда куриный бульон. Видите, у нас с вами уже почти получился сироп, потому что в составе была целая столовая ложка сахара. Все, добавляем бульон. У меня кукуруз достаточно много, 6 початков, поэтому буду использовать целую кружку. Ждем, пока наш бульон немного подвыпарится. Станет такой чуть более густым. Чуть не забыл, надо добавить сок лайма, потому что небольшая кислинка нашей глазури не помешает. Снимаем обгоревшие листья. Сейчас вы убедитесь, что внутри кукуруза осталась у нас замечательного цвета, не подгорела. Давайте посмотрим, как там чувствует себя глазурь. Ох, отлично. Посмотрите на эти густые пузырьки. Это как раз та самая карамель, которая у нас образовалась за счет сахара, который был в этом сиропе, в этой глазури. Консистенция идеальная, то, что нужно. Запомните, она должна быть именно такой. То есть не совсем прям уж жидкой, но и не очень густой. Прям как сейчас. Снимаем сковороду, ставим ее на деревянную доску. Теперь перекладываем с вами кукурузу в зону непрямого жара, там, где у нас нет брикетов, там, где нет угля. Отлично. Берем перчатку, чтобы не обжечься, сковородку, силиконовую кисточку и смазываем нашей глазурью кукурузу. Закрываем крышку гриля и готовим примерно 10 минут. После этого переворачиваем кукурузу и наносим глазурь с другой стороны. И также 10 минут. Отлично, кукуруза провела на гриле уже порядка 15 минут. Посмотрите, какая красота. Нужно смазать глазурью еще раз, подержать буквально минут 10 и снимаем. Очень красивый цвет. И, конечно, вот эта глазурь со сливочным маслом, сахаром, имбирем, лаймом даст изумительный вкус. Все, осталось совсем чуть-чуть. Достаем, кукуруза готова. И перекладываем на деревянную доску. Финальный штрих, я думаю, вы уже догадались, что это будет. Конечно, это соль. Крупная, морская. Вот так вот, с одной стороны сверху. Отлично. Этому блюду ничего больше не нужно. Подаем прям так, на деревянном спиле, смазанной глазурью. Осталось только попробовать. Это очень простой, вкусный и необычный рецепт. Ну, признайтесь, когда вы в последний раз готовили кукурузу на гриле? А теперь есть все шансы и возможность это повторить. Обязательно зовите в гости друзей,
родных, близких и удивляйте их, удивляйте себя. На улице отличная погода, сезон барбекю в самом разгаре, и хорошего вам дня.